Всем привет! Сегодня мы покажем, как на неисправной старенькой Nivone 855 заменить дисплей и плату инверсии. Ранее на нашем канале мы показывали, как это сделать с самодельной платой. Это был прототип платы, которую сейчас мы изготавливаем и продаем. Купить вы ее можете в нашем интернет-магазине, ссылка будет в описании к видео. Эта плата поможет нам отзеркалить изображение на неоригинальном дисплее. Так, для снятия нам потребуется лопатка, можно использовать столовый нож тупой формы. Можно использовать какие-то подручные материалы. Главная задача делать вскрытие широкой какой-то плоскостью, чтобы не оставить следы. Делать это аккуратно. Так, нам нужно защелочки, которые держат блок дисплея, отодвинуть. Теперь у нас там есть шлейфы, которые нужно отсоединить с задней стороны. Просто вытягиваем их руками. Вы наверняка знакомы с Артемом. Это наш ведущий специалист по ремонту электронных блоков, а также по их разработке. Сейчас он все расскажет. Чтобы разобрать блок, нужно отогнуть вот эти вот 6 защелок. Они достаточно неудобные, и поэтому лучше их разбирать и отгинать с двух верхних вот этих язычков. То есть потихоньку отгинаем и нажимаем на сам корпус, чтобы вот он открылся потихоньку. Ну и следом точно так же по кругу отгибаем остальные, чтобы, естественно, это дело не сломать, аккуратненько. Вот, вскрыли заднюю часть, и нам, естественно, нужно теперь достать саму плату из всего этого корпуса. Снимаем кнопочки с энкодером. И с помощью маленькой отверточки крестовой будем откручивать 3 саморезика. Извлекли плату. Самым сложным здесь моментом является это, как нам разделить вот две платы. Основную и непосредственно плату дисплея. Как один из самых распространенных вариантов будет это с помощью кусачек. Нам просто необходимо перекусить вот эти вот штыревые контакты. И следом просто плату дисплея поднять. Также при обратной сборке просто мы обратно этот штыревой разъем спаяем. Такой варварский способ. Так, с помощью кусачек откусили мы штыревой разъем. И теперь подгибанием 4 язычков мы снимаем нашу плату экрана. Вот, то есть мы ее сюда теперь извлекаем плату из корпуса держащего. И вот теперь нам предстоит менять непосредственно вот сам дисплей и устанавливать плату инверсии. Дисплей, по сути, можно разломать, откусить и любым способом, в принципе, отделить от платы. Вот. Но мы просто попытаемся убрать клей и дисплей этот снять. С помощью канцелярского ножа отгибаем немного дисплей и добавляем средство для удаления клея. Разделили плату и сам дисплей, и теперь необходимо отпаять сам шлейф. Демонтировать непосредственно сам шлейф будет проще обильным количеством припоя, и также потихоньку будем поднимать сам шлейф. Добавляем побольше флюса.
И вот такими действиями начинаем потихонечку поднимать сам шлейф. Демонтировали дисплей, и теперь следующим шагом нам необходимо убрать остатки флюса и припоя, и также убрать весь старый клей. Для удаления старого припоя нам поможет оплетка медная. Также главным моментом здесь является это полностью удалить весь флюс, так как часто флюс имеет некоторые свои паразитные сопротивления между контактами, так что делать это обязательно. Плюс мы удалили, остатки припоя удалили. Теперь можно будет ставить следом новый дисплей. А участок с клеем удаляем точно так же, как и в плюс. После удаления остатков клея наклеили обычный двухсторонний тонкий скотч. Вот самый обычный. И поверх уже будем сейчас, после установки дисплея, уже его приклеивать. Прикладываем шлейф к контактным площадкам, чтобы все ровненько было. И для начала ставим 2 точки припоя, чтобы шлейф у нас держался и не вращался. В любом месте их можно поставить как угодно. Они опять же просто для того, чтобы шлейф у нас никуда не уехал. Вот, мы поставили 2 точки. Шлейф у нас теперь держится, и можем приступать к монтажу уже всего шлейфа. Добавляем флюс. Я лично флюса не жалею никогда. А начинаем уже непосредственно монтаж всех остальных контактных площадок этого шлейфа. Паяется он несложно. Расстояние между контактами большое. Поэтому, в принципе, любым паяльником получится это сделать. После того, как припаяли полностью шлейф, обязательно убрать остатки флюса. Обязательно, так как из-за того, что не убрали флюс, часто происходит, что дисплей работает некорректно. Сталкивались с этим очень часто. Начинаем приклеивать непосредственно сам дисплей. Мне проще это делать с установленной платой на родную площадку. То есть я сперва устанавливаю плату полностью и следом приклеиваю уже на двухсторонний скотч сам дисплей. И прижимаем его. Все. Дисплей у нас приклеен. А следующим шагом будем устанавливать плату инверсии на основную плату дисплея. На плате инверсии есть ключ под циферкой 1, который необходимо устанавливать на первый слева контакт дисплейной платы. То есть установка у нас будет выглядеть вот следующим образом. Вот.
Установили. И теперь все точки необходимо припаять. Также будем ставить одну точку для крепления, а потом уже запаивать все остальные. Плату немножечко поднимаем и устанавливаем первую точку. Установили. Проверяем, чтобы плата была перпендикулярна штырьевому разъему. И следом уже монтируем остальные контакты. После того, как произвели монтаж платы инверсии, нам опять же необходимо убрать весь флюс. Нам необходимо будет подрезать вот кусочек от вот этой площадочки. Снимаем дисплей, чтобы было понятно какой. Вот мы снимаем нашу конструкцию и вот этот. Отрезаем буквально половинку. Режется достаточно легко обычным канцелярским ножом. Получиться у нас должно примерно следующее. То есть убрали половинку от основной части вот этой стойки. После этого устанавливаем держатель дисплея и проверяем, чтобы он полностью сел. Он у нас сел полностью. Все 4 замка у нас закрыты. Накидываем нашу плату с дисплеем. Последним шагом у нас остается спаять обратно все перекусанные нами штырьевые контакты. Вот мы и запаяли. Обратно штырьевые соединения. Штырьевые соединения запаяны. Теперь необходимо убрать остатки флюса. Проверяем, все ли у нас запаяно, весь монтаж. И собираем в обратном порядке в корпус. Проверяем, естественно, чистоту. Все ли у нас чисто с обратной стороны корпуса. И перед установкой обратно самое главное это снять защитную пленку. Это замечательное чувство. Устанавливаем теперь весь блок обратно. Устанавливается он легко. Тут нету никаких защелок, ничего. И прикручиваем обратно нашу плату. Все протерли. Убедились в том, что плата установлена корректно. И начинаем сбор. Устанавливаем резиночки. Они нужны для того, чтобы влага не попадала в сам корпус. И защелкиваем обратно заднюю крышечку. Вот, все легко защелкивается. Устанавливаем кнопочки с ручкой энкодера. Внутри ручки и на самом энкодере есть ключ. Устанавливаем сперва энкодер до конца, следом толкатели кнопок. Все, установили. И следующим нашим этапом устанавливаем блок дисплея в кофемашинку. Устанавливаем в обратном порядке блок. И все, которые есть здесь шлейфа, вы их не перепутаете. Все они разные. И начинаем потихоньку с самых дальних установку. Раз. Оп-оп. Дисплейный модуль установлен. Рамку устанавливаем. Она на защелках. И последнюю лицевую часть. Вот.
Проверяем, включаем аппарат. И, как видим, уже у нас изображение появилось. Работа кнопочек также исправна. Вы можете как сами прислать нам блок на восстановление, также и приобрести для самостоятельной установки как плату инверсии, так и дисплей, либо в комплекте, либо отдельно на нашем сайте coffeemaster.com. Оставляйте комментарии под видео, задавайте вопросы, ну и до следующих наших разработок. Да. Ну, если хочешь, Да. давай еще раз. Как тебе в голову вообще пришло эту плату сделать? Да легко. Что-то на форуме почитали, потрындели и сделали.